Привет, привет! Сегодня я расскажу вам простую сказку. Эта сказка называется «Лиса и журавль». Ну что, начинаем? Слушайте. Жила-была в лесу лиса. Лиса. Хитрая-прехитрая. Мастерица на всякие выдумки и приколы. По соседству с ней жил журавль. Журавль. Птица вежливая. Вот как-то раз встретились они на лесной тропинке. Разговорились. Вот эта тропинка, еще можно назвать ее дорожка. И вот они встретились и начали разговаривать. Лиса, желая показать свое гостеприимство, какая она хорошая хозяйка в доме, а может просто позабавиться, говорит журавлю: «Приходи ко мне, журавль, в гости. Уж я тебя угощу на славу. Накормлю, ты будешь очень сытый». Журавль обрадовался, да, поблагодарил лисицу, сказал спасибо, лиса, и обещал прийти. Настал день визита. Журавль прилетел к лисьему домику, а лиса уже его ждет, суетится. Суетиться – это значит что-то быстро делать. Наварила она манной каши своей любимой, размазала ее тонким-тонким слоем по тарелке, размазала ее по тарелке и поставила ее перед гостем. На, держи, журавль, тарелку с кашей. Сама тоже села напротив. Вот они сидят напротив. С одной стороны лиса, с другой стороны журавль. И принялась кашу языком слизывать. И говорит: «Кушай, сосед, не стесняйся, я сама готовила». Говорит лиса, а сама хитро так глазками поблескивает. То есть она уже понимает, что это какая-то шутка с ее стороны. Журавль стоит над тарелкой, стучит своим длинным клювом. Клюв. Стук-стук, стук-стук. А в клюв ничего не попадает. Каша-то по тарелке размазана. Ему никак не ухватить своим клювом, да? Клюв. Пока он стучал, стук-стук, лиса всю кашу и съела. Облизнулась и говорит: «Ну не обессудь, сосед, извини, больше угостить тебя нечем». Журавль, хоть и голодный остался, потому что он ничего не скушал, виду не подал, то есть не показал лисе этого. Он только поблагодарил ее вежливо. «Спасибо, лиса, и на этом. А теперь ты ко мне в гости приходи завтра». На следующий день пошла лиса к журавлю. Приходит, а журавль уже приготовил угощение. Вкуснейший суп сварил с овощами, с мясом, аромат на весь лес. Вот он суп. Поставил он угощение на стол в высоком кувшине с узким горлышком. Горлышко у кувшина.
Сам опустил в кувшин свой длинный клюв и спокойно кушает. Лиса и так к кувшину подойдет, и этак заглянет, и лизнуть попробует языком, и лапкой подцепить. Вертится вокруг кувшина, а достать еду никак не может. Голова-то в горлышко не пролезает. У лисы большая голова, а горлышко у кувшины узкое, маленькое. А журавль тем временем весь суп и съел. А потом говорит: ну извини, соседка, чем богат, тем и рад. Больше угостить нечем. Разозлилась лиса, рассердилась. Вот она злая лиса. Она думала, что наестся на неделю вперед, а ушла домой голодная и несолоно хлебавшая. Поняла она, что журавль отплатил ей той же монетой. Спасибо за внимание. Если вам понравилась эта сказка, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока!